Привет, меня на часть вторая. Как вы уже могли догадаться, я ничего не получил. То есть ни денег, ни жилья. Вот эта комната. Ее цена составляет 660 фунтов сейчас в месяц. От меня они хотели 780. Тут нельзя без матов. И также, каким образом будет уместно описать данную ситуацию, предельно ясно. Как все было в первый день, когда начался данный инцидент, обязательно посмотрите первый выпуск, который есть на канале. Сотрудница агентства с чувачком на Вене приехали в 11 часов утра, вошли в комнату, сменили замки, вынесли всю мебель якобы для дезинфекции. Далее я 2 часа боролся за свои деньги, объяснял, что я не покину комнату до того времени, пока не получу депозит обратно наличку. Вот те окна, это комната, в которой я жил. И так как мне получилось перевести вещи в новый дом на день раньше, ибо я знал, что пахнет жареным, у меня было просто 2 пакета с продуктами и чемодан. Что они умудрились вытворить? Они решили припугнуть и, воспользовавшись моментом, пока я забирал продукты с холодильника, унесли чемодан и увезли его. Вы понимаете? Спустя 20 минут чувачело вернулся на этом вене. Конечно же, чемодан вернули, и я уехал в новый дом. Звучит очень легко, но это было эмоционально сложно. После съезда никаких сообщений или там угроз от них, очевидно же, не поступало. Еще бы. Вот скрины с сообщением о проблеме, вот о просьбе сменить жилье. То есть, если вкратце, я просто написал, что я не буду жить в этой комнате. Они мне написали, что мы вам найдем за ту же сумму. Спустя какое-то время мне в WhatsApp прислали фото новой комнаты. Потом еще через пару дней мне написали, что комната недоступна сейчас, потому что какие-то там, не знаю, вредители у них появились. Ну а потом в конце месяца они сняли мой депозит как бы и заплатили 800 фунтов за комнату. Типа, что я там жил целый месяц. Мои предположения. У них есть вышибала. Вот 90-е, да, welcome back. Актеры. Типа новых жильцов. Как бы агенты. И как бы офис. И у меня есть предположение, что эти ребята практикуют вот старую классику 90-х. Рэкет, да? Вор в законе. Я более чем уверен, что кто-то выше стоит за всем этим. Безусловно. Ибо я такой не один. Вот пруфы. Посмотрите, сколько отзывов на Trustpilot людей, которым не вернули депозит. Сейчас о главном. Всегда нужно подписывать Tenancy Agreement. Запомните это на всю свою оставшуюся жизнь. Это отдельный документ, который определяет права и обязательства между арендодателем и жильцом. Всегда проверяйте все пункты, прежде чем подписывать. Главное – это цена, что включено и что будет в случае преждевременного съезда или задержки оплаты с вашей стороны за съем непосредственно жилья. Важный момент перед тем, как вы будете подписывать контракт, они захотят выписку с банка. Это важно. То есть, если у вас есть сбережения или вы уже работаете. То есть, вы платежеспособен. Проверяйте это все перед подписанием контракта. Ну и в заключение. Я просто охренел. Сколько отзывов от того времени, когда я съехал. Это был октябрь месяц. И вот от этого времени они начали вот это практиковать. Вывод, который я сделал для себя и вам советую, никогда с ними не связываться. Как говорится, это дело ваше, поэтому делайте, как считаете нужным. Всех обнял.